Всем привет, меня зовут Алла, и сегодняшнее видео это подробный мастер-класс по вышивке крестиком вот такого прекрасного полотна. Вышивать его несложно, но есть свои нюансы. Все покажу подробно и доступно. Долго тянуть не буду, приступаем. Размеры данного полотна могут быть абсолютно любыми, в зависимости от того, что вы хотите сделать из данной работы. Также для вышивки я буду использовать остатки, вот такие у меня есть от наборов. Прекрасно подойдут даже самые маленькие. Если вашей ниточки хватает для того, чтобы сделать буквально 4 крестика, значит она идеально подойдет для этой работы. Также понадобятся пяльцы. У меня вот такие. И, кстати, когда я делала разметку, там, где буду вышивать, я специально оставляла вот здесь место для того, чтобы мои любимые пяльцы помещались. У меня есть также вот такие маленькие, но лично для моего размера, видите, они маловаты. Поэтому я их использовать не буду. Если у вас запланирована какая-то маленькая деталь, то можно воспользоваться маленькими. Для наглядности я подготовила листик в клеточку, и одна клеточка это один крестик. Также я буду рисовать цветными карандашами для, опять же таки, наглядности, чтобы было понятно. Итак, вышивка начинается с рандомного места, то есть это может быть как центр вашего проекта, так и с любого угла, либо же стороны. Это полностью все полотно вышивается либо квадратами, либо прямоугольниками. Опять же, начать можно либо с квадрата, либо с прямоугольника. Нет никакой разницы. Берем нитку другого цвета и точно так же вышиваем еще либо квадрат, либо прямоугольник. Я это дело ускоряю и просто за кадром дорисовываю. Вы и так понимаете, что тут ничего сложного нет. Но чтобы полотно выглядело органично, старайтесь миксовать, то есть делать, например, в одном месте, чтобы не было только маленькие квадратики, или только большие, или только прямоугольники. Вот обратите внимание, каждый новый квадрат либо прямоугольник у меня другого размера. Также, когда я, например, вот сейчас рисую, да, он, получается, захватывает один и второй цвет. И таким образом, когда вы начнете вышивать, понятно, что здесь нет какой-то определенной схемы. Понятно, что у всех эти полотна будут абсолютно разные в зависимости от того, какого оттенка нитки у вас есть, какие размеры вы выберете. И у каждого получится 100% свой эксклюзивный вариант этого полотна. Сейчас я вот показываю, что я взяла вот тут один цвет, и здесь будет такой же цвет. Почему? Потому что бывает такое, что, например, нитка длинная, вы сделали небольшой квадратик, но нитка осталась, я ее не обрезаю, просто в другом месте делаю еще один элемент. Как это сделать наглядно, я также покажу уже непосредственно не на листике, а на канве. По цветам, конечно же, красиво, когда рядом нет одинаковых цветов. Но, тем не менее, вы вот сейчас видите, что у меня несколько оттенков фиолетового, зеленого. То есть, даже если нитки в одном цвете, но у них разный оттенок, они прекрасно выглядят рядом. Теперь еще покажу, как быть, когда вот такой уголок остается. У нас есть вариант либо вот тут доделать, то есть сделать квадраты, либо же прямоугольник больше, либо просто продлевать. Смотрите, сейчас покажу и первый вариант, и второй. Вот сейчас я просто добавила, как бы довышила два крестика. И все, у меня получилось здесь вот, видите, прямая деталь. Все. Ну вот следующий сделала. Но еще вариант, если у вас, например, недостаточно нити, чтобы добавить, тогда мы просто вот так рисуем рядышком. Ну и для наглядности давайте еще раз. Вот. И все. Тогда у нас этот уголочек остается, и мы продолжаем. Но опять же, повторюсь, старайтесь миксовать, чтобы был, например, квадратик поменьше, квадратик побольше, прямоугольник также
разные размеры и по-разному их располагайте, как по вертикали, так и по горизонтали. Вот как здесь, например. На этом я думаю, что теорию можно закончить и будем приступать к практике. Вот я вышила первый квадратик, и ниточка у меня длинная. Я ее оставила на лицевой стороне и просто выше закрепила. Здесь начинаю следующий элемент. И второй квадратик, смотрите, я делала не рядышком, а сразу же его сдвинула. Сейчас беру третий цвет нити и продолжаю. Это мой промежуточный этап. Вы видели, где я начинала. И затем я заполнила полностью до уголочка и продолжаю. Вот так продвигается моя работа. И сейчас покажу, как конкретно я вышиваю. Я беру ниточку, складываю ее пополам концами. Вот так. Так как у меня остатки бывают, что конец неровный, я подрезаю ножницами. Складываю вот так два кончика. И этими двумя кончиками я вот так вставляю в иголочку. То есть нитка одна, но вышиваю я в две нити. И при таком способе на изнанке нет ни единого узелочка, только протяжки. Я специально взяла такую темную нитку, чтобы вам было хорошо видно. Начинаю я вот так, петелькой. С лицевой стороны я завела иглу, выхожу наискось, вот так, и завожу иголку в петельку. Вот получился как бы первый столбик крестика. И теперь туда, откуда я начинала, я завожу иглу и увожу вот это соединение на изнаночную сторону. Словами здесь объяснить сложнее, нежели на самом деле сделать. Если перетянули, можно вот так поправить. Тут ничего сложного нет, обычная петелька. И также я всегда начинаю вышивку крестиком именно сверху вниз, именно слева направо. Но это не обязательно. Многие вышивают в обратном направлении. То есть у них первая часть крестика вот у меня слева направо, у многих это справа налево, а уже вторая часть наоборот. Здесь нет никаких там особых правил, так правильно, а так неправильно вышивать можно по-разному. Главное, чтобы вам нравился результат. И вот я уже сделала 4 крестика в одну сторону. И далее точно так же, только в обратную сторону. Я вам рекомендую вообще не задумываться о том, как вышиваю я. Вам главное увидеть, как я вышиваю без узелка. А то, в какую сторону смотрит крестик, на какую сторону первый нахлест, второй, абсолютно не важно. Вышивайте так, как вы привыкли, так, как вас учили, и поверьте, будет прекрасно. Когда еще в школе меня учили вышивать крестиком, всегда начало нас учили делать естественно, также без узелков, просто делая протяжки. Но вы видите, какое количество у меня разных ниток. Сейчас я покажу изнанку. И просто представьте, вот видите, у меня в основном всегда 6 рабочих игл. И вот вы представьте, вот так выглядит изнанка, вот так выглядят протяжки. Это при том, что протяжки у меня только в конце или на переходах. Переходы я также сейчас покажу. И представьте, если бы я делала еще протяжки в начале. Ну, конечно, это неудобно. И когда я увидела этот способ в Ютубе очень-очень много лет назад, я стала его использовать. Именно вот начало вышивки без узелка. И вот смотрите, у меня ниточка длинная. Когда мне нужно перейти, я не делаю таких провисающих нитей. То есть я могла бы просто, да, перейти и начать вышивать. Но я всегда на изнанке фиксирую эти переходы. Тогда изнанка, ну, во-первых, выглядит лучше, ну, она все равно закроется подкладкой. Для меня там вид изнанки нет, а вот толщина этой изнанки для меня важна. И мне важно, чтобы везде было
равномерно. Поэтому я вот эти протяжки всегда фиксирую. И так продолжаю вышивать. Когда ниточка закончилась, вот смотрите, у меня тут буквально она, в принципе, сама по себе была маленькая, буквально на 4 крестика. И вот я заканчиваю. Далее аккуратно на изнаночной стороне точно так же просто делаю протяжку. Вот смотрите. Можно сделать больше, можно сделать меньше. Ну вот у меня вот примерно вот так 2 сантиметра. Никаких узлов, ничего больше я не делаю. Протянула и срезала. Итак, вышивку по своему размеру я закончила. Вот так она выглядит. Но для того, чтобы квадратики и прямоугольнички выглядели более ярко, конечно же, можно оставить и так. Но для сравнения я вот покажу вам до и после наглядно. Нужно взять черную нить и сделать обводку. Также можно сделать в одну нить или в две. Я буду обводку делать в одну нить. Крепить ее буду классическим способом, так как вышивать буду в одну нить, да? То есть просто вот такой протяжкой. Далее на изнанке я пальчиком буду ее придерживать. Вот так, видите? Все, я тут зафиксировала и вывожу с изнанки на лицевую сторону в уголок абсолютно любой фигуры. И просто делаю стежок. Так как у меня квадратики, прямоугольники небольшого размера, давайте так, до 5 крестиков можно делать легко, не бояться, что будет провисание или будут какие-то зацепки. У меня, вы видите, совсем мелкие квадратики, вообще прекрасно. То есть просто по контуру. Вот у меня есть там квадратик 4 на 4. Вот я со всех 4 сторон делаю просто обводку между крестиками. Тут уже лучше видно и более понятно. И еще покажу вот так, смотрите. Опять же, ничего сложного, и делается это быстро. А вот тут прям наглядно видно, да, то есть справа каждый квадратик выделен, слева такое все расплывчатое. Но опять же, каждому свое. Кому-то наоборот понравится без обводки. Также имеет место быть. Как говорится, о вкусах никто и ни с кем и никогда не должен спорить, потому что каждому свое. Моя работа закончена. Вот так она выглядит. Перед тем, как начать шить, я обязательно ее постираю. Вот так выглядит изнанка. Как я стираю, как готовлю полотно к шитью, у меня есть отдельное подробное видео, и для тех, кто не видел или пропустил, ссылку я оставлю в описании под этим видео. Ну а шить я буду из двух вот таких вышитых полотен одновременно. Вот так это будет выглядеть в изделии. Они будут рядышком, вот так. И мастер-класс на нижнее полотно у меня также есть на моем канале. Кто не видел, кто пропустил, ссылку также найдете в описании. Мастер-класс на пошив изделия также будет на канале. Подписывайтесь, если еще не подписаны, чтобы его не пропустить. Кстати, смотрите, здесь абсолютно одинаковое количество крестиков, но нижнее полотно постирано, высушено, проведена влажно-тепловая обработка, верхняя нет. И смотрите, какая будет усадка. Это одна и та же канва, я абсолютно не переживаю, что будет разный размер. Постираю, поутюжу и буду шить. И на этом видео подошло к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.